Всем привет, танкисты! Сегодня речь пойдет о машине, которая проста в освоении как 5 копеек, но она имеет ряд недостатков. Перед вами британская ПТСАУ 7 уровня АТ-15А. Рассмотрим ее характеристики, поговорим о том, какие ПТСАУ имеются сильные и слабые стороны, разберемся в тактике игры на ней. Данный агрегат имеет свои преимущества и недостатки. Это видно невооруженным взглядом. Первое, о чем хочу сказать, нас наделили довольно неплохим для ПТСАУ запасом прочности, но низким обзором. Главным недостатком этой ПТСАУ является то, что она очень поворотливая, всего лишь 10 лошадей на тонну. Динамики нет совершенно, и маневренность танку тоже забыли дать. В этом состоит главный минус. Чтобы доехать до какой-нибудь ключевой точки, требуется много времени, а вернуться назад мы уж точно не сможем. Однако есть и светлая сторона медали. Танк имеет шикарную лобовую броню, и сюда нас не призывают практически ни одни одноклассники. Даже и некоторые танки повыше тоже напрягаются. Наш ПТСАУ имеет льготный уровень боев, и это очень хорошо для нас. В плане вооружения картина несколько неоднозначна. С одной стороны, это ПТСАУ имеет высокую скорострельность, но вот пробить и разовый урон составляет желать лучшего. Однако это не мешает нам настреливать по 2000 урона. Ее одноклассников мы шьем всех без перебоя. Пушка у этой ПТСАУ обладает хорошей точностью, быстро сводится, разброс у нее небольшой, да и гнется вниз она на целых 10 градусов. Что касается углов вертикальной наводки, они тоже очень комфортные, по 25 градусов в каждую сторону. Что касается плюсов этого танка, у него хорошая лобовая броня, высокая скорострельность, льготный уровень боев, хорошие углы и хорошая точность. Из низких это, конечно, ее подвижность и маневренность, плохой обзор, недостаточное бронепробитие, ну и низкий разовый урон. Что касается оборудования для ПТСАУ, ну, во-первых, это досылатель, во-вторых, это трубы, потому что сильно ездить нам не приходится будет стоять. Третьим модулем это, конечно же, вентилятор. Но его можно заменить ремкомплектом, потому что он часто будет сбивать гусеницу, а это нам очень сильно поможет. Что касается экипажа, в первую очередь стоит ему прокачивать ремонт. Также для командира будет оптимальным мастер на все руки. Наводчик стоит изучить снайпера и плавный поворот башни. Ускоренное сведение никогда не бывает лишним. А снайпер с такой высокой скорострельностью орудия может стать очень полезным. При атакующей тактике механику-водителю стоит изучить плавный ход для повышения точности стрельбы на ходу и после остановки. Для обороны лучше подойдет виртуоз, прибавка к поворотливости небольшая, но все же есть. А радисту можно изучить радиоперехват, улучшение обзора. Больше полезных навыков для этого танка у радиста нет. Заряжающий не может изучить бесконтактную боеукладку и отчаяние. Из-за высокой скорострельности навык интуиции на Т-15 смысла не имеет. Как и для большинства других машин, независимо от тактики игры, наиболее ощутимо пользу приносит досылатель. Геймплей на этой машине с одной стороны скучный и однообразный, но с другой стороны в этом есть что-то веселое, даже отстраненное. Наша тактика сводится к тому, что мы выбираем для себя направление и идем на заветный цель. Этот агрегат создан для продавливания направления, когда он в топе. При этом не нужно делать какие-то сложные вещи, мы просто едем вперед, танкуя урон своим лицом, что позволяет союзникам за нашей спиной, не боясь, отстреливать противника. Нам стоит опасаться только артиллерии. Никогда не действуйте в одиночку. Всегда смотрите на меню-карту и поддерживайте своих союзников. Если вас закинуло к восьмеркам, разумным будет доехать до линии столкновения, занять какую-нибудь позицию, где вам не будет накидывать артиллерия. А объехать наш танк будет сложно. Нам все равно есть у нас уязвимые места.
засунуть ручки на крыше, и чтобы избежать попадания, нужно слегка пританцовывать назад вперед. Вы также можете оставаться на базе, стрелять по чужому засвету, перестраховаться и защищать тылы. Это иногда разумно, когда вы не сверху списка. На британский ПТСАУ на Т-15А стоит брать тем, кто не боится однообразия и артиллерии. Данный агрегат способен находиться без голды и фарм приличное количество серьезных кредитов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нам будет очень приятно.